Ребята, всем привет! Вы на канале Хобби Отдых. Сейчас я хочу показать обзор нашего коттеджного поселка. Поехали! Как раз выезжаю на велосипеде, чтобы все было быстро и четко. У всех вот такие вот деревянные дома. Из пенобетона практически нету, хотя пенобетон здесь производство находится в Швеции. Но все предпочитают деревянные. Забора как такового нету, забор только есть из живой изгороди. Это вот слева двухэтажные таунхаусы на две семьи. С одной стороны одна, и с другой стороны другая. Живая изгородь максимальная, ну по правилам 1,20 м. 1,50 м, но у меня уже 2-метровая стала. Осенью подстригать буду. Сейчас переедем на другую сторону. Это чтобы машины не ездили. Закрыто. Земли как таковой нету. Один камень. Все полностью на камнях. Как происходит строительство, можете посмотреть. Ролик находится внизу в описании, там где взрывные работы производятся. Вначале взрывают, потом строят. Иначе никак нельзя, по-другому. Дома покрашены специальной краской. Красная, белая, туда добавлены специальные химикаты от вредителей. Мне в принципе самому интересно, есть ли из пенобетона дома. Сейчас сам посмотрю. Видите, газоны все выжжены. Они вообще не поливают их, не ухаживают. Желтые газоны у всех. А потом, что поливать его? Там внутри буквально земли 10 сантиметров. Плюс сам рулонный газон. Ну сколько он? 3 сантиметра. И все. Дальше камень. Никакой газон здесь не будет. Дом здесь стоит. Ну вот, например, вот этот, который вот слева находится, вот этот, в районе 5 миллионов, это около 60 миллионов рублей получается этот домик. Ну вот этот дом из пенобетона. Да, они пуцем, да, новостроечка, они пуцем это все сделали. Да, вот первый дом из пенобетона, а так все деревянные. Смотрим дальше, может еще увидим. Еще видите, вот они делают с бассейном, с озером. То есть убирают газон, а кладут деревянный пол на полностью весь участок. Это такая у них, я не знаю, любители они этих дел, чтобы каждый год поле пропитывать, каждый год надо, по осенью или весной. Все это выгорает, выцветает, дряхлеет, и вот они мучаются. Но если мы косим газон, подстригаем, то они покрывают маслом специальным каждый год. Но они, правда, один раз делают.
Но зато зимой не выйти, скользко там. Летом дождь пройдет, тоже скользко, можно упасть. Строили дом, зимний сад. Да, вот он, да. Его строили, так, мы здесь живем 4 года. Его строили, ну да, все 4 года его и строили. Красиво. Да, красиво. Но там жарища такая, что невыносимая. Вечерам там хорошо. Ну да. А сам дом-то еще окна они не сделали. Ну вот смотри, какая подпорная стенка. Ой. Вот подпорная стенка из камней. То есть изначально взрывали, потом вот эти вот глыбы положили и сделали границу участка. Или вот, смотрите, домик, да? Кусок скалы. Что-то хотят от газона получить. Его не будет там никогда. Потому что нет земли. Вот там справа уже лес дремучий, и на камнях растут деревья. Сейчас проедем в новый строящийся поселок, но по другой стороне дороги. Этот, в принципе, уже весь застроен, наша сторона. Там осталось буквально 5-6 домов, 5-6 участков не застроены. Буквально, сколько я насчитал, по-моему, 5 домов поставили себе солнечные батареи. Они, значит, стоимость мы тоже себе рассчитывали. На наш дом надо было заплатить 12 тысяч евро. Вот, у нас 138 квадратов дом. Мы бы, если бы поставили, нам добро отдали бы в коммуне, то мы бы это сделали. Но коммуна добро не дала, и поэтому нет. Нам нельзя ставить, потому что архитектурный план здесь к этому относится все очень строго. Если что-то выходит из архитектуры, нельзя делать. Так вот, значит, летний период ты, естественно, пользуешься своим освещением, а на зимний период, вот, и в летний период остатки электроэнергии ты продаешь. Зимой тебе, конечно, хватать не будет, ты, наоборот, будешь чуть-чуть доплачивать. Вот, типа такого. Опять же, поставили бы многие, но все упирается в деньги. Все полностью дома здесь куплены в кредит, не на свои. А что, кредит маленький, дает на 50 лет 1,29, 1,35 годовых процента. Что не купить, не построить. Но опять же, надо иметь 15% налички, чтобы внести первоначальный взнос. Вот она школа, нет, спортивный
Да, это спорт. Зал здесь такой сделали они. И за спортивным залом, за спортивной школой, там находится школа, где дети обучаются, и детский сад построили тоже. Вот все, выезжаем мы на другую сторону поселка, где идет новое строительство. Здесь будет очень-очень большой город. Потом сюда запустят автобус рейсовый, и мы наконец-то не будем считаться, ну типа как в области, хотя это все один город Упсала. Просто когда заказываешь такси, допустим, в аэропорт едешь, если бы я заказал, живя в Упсале, в самом городе, это 7 километров от нас, где мы находимся, то я платил бы до аэропорта 57 евро такси стоит. А так я плачу, так как они сюда выезжают за 7 километров, так я плачу 700 евро, ой, 70 евро. Вот такая разница. Ну, то же самое, как за МКАДом расценки идут. Вот это уже новый поселок. Уже вот справа таунхаусы построили, слева частники. Вот этот домик, допустим, частный, стоит в районе 8 миллионов, то есть это 90 миллионов рублей. Где-то так. Видите, все деревянное. Да, вот пока ехали, только увидели один из пенобетона, из пеноблоков. Так все деревянные дома. Поначалу, когда приехал, мне было непривычно переезжать на дачу, в домик, в деревне типа. Ну, потом со временем привык. Вот такая архитектура. А здесь буквально еще год назад было поле, лес. Все вырубили, все повзрывали. И вот стройка идет полным ходом. Вот эти вот новые домики слева, которые 3 стоят двухэтажные, они буквально 2 месяца назад поставили. А еще они каркасные, ставят буквально, приходит фура большая с краном, ставят и тут же их монтируют. Буквально за сутки дом стоит. Потом только внутренняя отделка идет. Ой, как много их построили. А вот здесь вот справа весной я фотографировал. Здесь вообще ничего не было. Фотографировал на стоке, делал природу, фотографии. Да, растет поселок. А вон впереди, возле леса, построили новые таунхаусы, какие-то новая модель. Поехали посмотрим, что за сараи там воздвигли. Там вообще поле было, лес, ничего не было. Это вот буквально в начале лета начали строить, и уже готово все. Ну, естественно, вначале взорвали все, потом построили. Вот видите, какие сарайчики. У нас в таких сараях в деревнях гаражи находятся, а здесь люди живут. Да, и стоит этот курятник, ну, нормальных денег в районе 50 миллионов где-то. Вы бы стали в таком жить? О, смотрите, что это? Типа каких-то ангаров для хранения чего, не знаю чего. Вот. Дорога влево, значит, тут тоже все будет. Да. Да, архитектура, конечно, не бережачего. Вот, асфальт положили, значит, здесь тоже все. Ну да, вот с левой стороны, вот там тоже все будет застраиваться. Ну, конечно, земля-то дорогая. О, и вот уже все проложили кабель. Справа тоже строительство будет вестись. Вот, видите, вот. Все везде занято уже. О, том 12, да. Вот какой здесь дом будет, уже купили. Вот видите, вот этот участок купили. Вот он.
Вот он. Это значит, все продано. То есть здесь человек будет строиться. И вот этот дом, который там на картинке, ну да, вот он как раз и стоит в районе 90 миллионов рублей. О, это тоже купили. Вот еще один купили. Вот он. Да, ценник 90 миллионов рублей примерно. Я уже цены здесь знаю на эти дома. Сейчас мы поедем опять на нашу часть поселка. Покажу вам, там пруд, водоем сделали, небольшое озерцо искусственное. А справа школа. И вот впереди нас тоже таунхаусы. Вот это впереди пруд с таунхаусами. Сейчас вокруг объедем. Все заросшее. Короче, это не пруд стало, а болото стало. Поначалу, когда мы искали здесь себе дом, то сейчас покажу участок, который мы хотели вначале взять. Но нам банк не дал денег, не одобрил кредит. Потому что земля плюс, а участок был вот этот вот, где вот стоит вот этот дом. Сейчас я развернусь. Вот это вот место, вот этот участок, мы его забронировали поначалу и пытались получить кредит, но кредит нам не одобрили. А вот еще один дом, да, уже два дома из пеноблоков. Ну хотя на этой стороне есть домики, встречаются с пеноблоком. Ну вот у товарища, наверное, денег не хватило на покраску. Да, сарай. Там денег не хватило им на покраску. Построили, покрасить забыли. Они же... Ты же помнишь, какие цены были на землю-то? Нам же здесь банк не дал денег. Приехал с работы, закрылся себя в доме. И дожидаешься следующего дня, чтобы опять пойти на работу. Ну вот, ребята, и все. Вот все, что я хотел вам показать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. До новых встреч.